Мы сейчас поговорим с Тарасом Емельяненко, это CTO проекта JAX. Тарас, привет. Скажи, пожалуйста, на понятном только языке для всех, что такое JAX. Мы поняли, что это проект, это протокол. Что это, как это работает и какие проблемы он решает? Когда вы платите биткоином, как часто у вас высокие комиссии, например, $50 за биткоин? Да, такое бывает в сети. Мы с помощью решения нашей проблемы масштабируемости пытаемся минимизировать эти риски. Сделать блокчейн, который будет масштабироваться по запросу. Какой консенсус используется в JAX? В JAX.net используется Proof of Work консенсус. Я, в принципе, являюсь старым адептом битка. Мы пытаемся его сделать чуточку лучше. Соответственно, мы за основу взяли биткоин-блокчейн и начали его модифицировать согласно нашему протоколу. То есть мы в него добавили масштабируемость и шардинг. За счет чего вы хотите достичь масштабирования? Что к этому приведет или что должно к этому привести к масштабированию? За счет частичного сегментирования сети. А как вы это собираетесь делать? Здесь больше сегментировать сеть и разделить на части задача очень простая. Оно и так само пытается разделиться и развалиться на части. Но с помощью технологии меридж-майнинга и особой оранжевой функции, которую разработали наши математики, мы, наоборот, пытаемся объединить и агрегировать эти хэш-мощности, но просто направив на поддержку различных шард. Как-то так. Я понял. А с точки зрения безопасности? На самом деле удобство использования и безопасность это обратно пропорционально. Но мы стараемся сделать максимально возможное и сделать достаточно безопасную систему для повседневного использования. Как у вас есть какое-то решение от атаки 51%? Меридж-майнинг. То есть мощности агрегируются и не стараются не разделиться. Мощности стараются собраться в единый поток, скажем так. А вы уже тестировали, какая у вас пропускная способность? Масштабирование у нас на самом деле по запросу, и теоретически оно может быть очень большим. Но эту масштабируемость должен кто-то обслуживать. И вот как раз майнеры принимают решение, какой поток они могут обслужить, и согласно этому позволяют масштабировать соцсети. Вы взяли за основу протокол блокчейна, да, как я понял? Какого размера у вас блок и как часто выходят блоки, то есть с какой периодичностью, кто валидирует? Два типа цепочек. Одна цепочка Beacon Chain, которая стабильна и очень надежна и является основой всей системы, скажем так. У нее блок стандартный, согласно биткоину, раз в 10 минут и размер блока тоже 1 мегабайт. И есть более мелкие блоки, которые используются в шардах и очень быстрые. Частота блока мы задали сейчас на данном моменте 15 секунд. Но, опять же, система находится в процессе разработки, и мы сейчас делаем тестирование. И результаты тестирования покажут оптимальное время для шарды, потому что чем меньше время, тем меньше надежность и тем больше количество арфан-блоков появляется в сети. Как вы видите имплементацию своего решения в реальном бизнесе? Это может быть на каких-то реальных примерах? Токенизация недвижимости или просто это тоже такая же будет платежная система, как биткоин? Или, возможно, какие-то еще будете вопросы решать в реальном секторе экономики? То есть, вот, где вы видите такую вот реализацию, где вы сможете? На самом деле, самое широкое использование в платежах. Да, существующие блокчейн-системы пытаются сделать чуть-чуть больше, чем платежи. Они пытаются и управлять немножко бизнес-процессами и так далее. Но мы поставили перед собой задачу сделать высококачественный нижний слой, который будет обеспечивать консенсус и будет обеспечивать самые простейшие операции, но делать их качественно, надежно и быстро. Поэтому мы не добавляли управление токенами, мы не добавляли виртуальную машину в нашу систему. Это возможно добавить на втором слое, если это будет необходимо. Поэтому у нас все очень просто и надежно. То есть транзакция практически соответствует транзакции биткоина, и если кто-то знает, как она работает, то в принципе они почти будут ходить. Там есть несколько отличий. Отличия составляют в межблокчейновом взаимодействии. Почему? Потому что когда у нас появляется различное количество независимых шард, переход между шардами обслужить – это интересная вещь. И вот как раз за переход между шардами Дмитрий, который там сидит, расскажет более интересно и более детально.
смеется.